Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать вот такую подставочку под горячее. Я покажу, как вяжется вот такой узор, которым связан мой круг. Таким узором идеально вязать салфетки либо ковры. И покажу, как делать вот такую простую, лаконичную и в то же время красивую обвязку. То есть в данном видеоуроке, можно сказать, будет два полезных видео. Вяжем красивый узор и делаем красивую обвязку. В работе я буду использовать шнур Карамель Baby. Такой шнур можно заказать со скидкой 10% по моему промокоду. Все данные оставлю в описании под роликом. И вязать будем крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, делаем колечко. Провязали первую петельку. И сюда в кольцо провязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем наше кольцо. Стягиваем не полностью, чтобы у нас вот такое небольшое отверстие здесь было. Сейчас покажу для чего. Вот эту петельку вытягиваем. Заходим под первую косичку с изнаночной стороны. И захватываем нашу петельку. И с изнаночной стороны провязываем воздушную петлю. Все, теперь если мы считаем, смотрите, что ничего не потерялось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эту вот, которая соединительная петелька такая, которая закрывает в кольцо, мы ее тоже считаем. Должно быть их 6. Далее, по правилу идеального круга, каждый ряд увеличивается на 6 столбиков. Но у нас столбики будут особенные. Мы специально оставили здесь отверстие под каждую косичку. Смотрите, заходим под косичку, вытягиваем петельку, 2 петли на крючке, и еще заходим в основание нашего круга, вытягиваем еще одну петельку, 3 петельки на крючке и провязываем. Провязываем не так, как обычно мы ниточку захватываем сзади, а провязываем эту ниточку спереди. Под каждую косичку мы провязываем 2 такие крученные петельки. То есть еще раз под эту же косичку. 1, в основании 2, 3 петли на крючке, спереди захватили, провязали. То есть так как у нас 6 косичек, если провязывать под каждую по 2 такие крученые, у нас получится второй ряд 12 таких крученых столбиков. Под вторую косичку зашли, потом в основании провязали. Еще раз под вторую косичку зашли в основание и провязали. Таким образом, под каждую косичку мы провязываем по 2 таких крученых столбика. Всего должно быть во втором ряду 12 таких крученых столбиков. Смотрите, нам осталось еще под 3 косички провязать. 1. Вот эту, которая идет соединительная петелька при закрытии ряда, мы ее тоже считаем. Остается предпоследняя. И вот эта соединительная петля, как я вам и говорила, захватываем ее спереди и, смотрите, вот так вы ее должны захватить. В нее тоже 2 таких крученых столбика. Все, мы провязали второй ряд. Теперь можно затягивать полностью наше колечко, стянуть, чтобы сейчас здесь не было никаких отверстий. Вытягиваем вот эту петельку и
Первая косичка перед первой петлей нам не нужна. Нам нужна косичка, которая между первым и вторым крученым столбиком. Вытягиваем длинную нашу петельку, подтянули и провязываем воздушную петлю. Все, второй ряд мы провязали. Как провязываем третий и последующие ряды? По правилу идеального круга каждый ряд будет увеличиваться на 6 столбиков, поэтому в третьем ряду у нас их будет 18. Поэтому прибавки надо делать теперь через один столбик. Допустим, мы в первом делаем. Смотрите, как мы сейчас петли провязываем. Внимательно смотрите. Мы ныряем под косичку и делаем шаг назад вот в полупетлю. Вот они, видно, такие коротенькие. Видите, вот эти вот полупетельки. Выныриваем с изнаночной стороны. Вот, показываю. Мы идем под петельку и делаем шаг назад в полупетлю. И вот так выходим с изнаночной стороны, чтобы у нас перемычка была вот так вот сверху и крючок здесь. Вынырнули, провязали. Здесь делаем прибавку, а далее под следующую косичку мы провяжем одиночный столбик. То же самое, как мы вяжем идеальный круг. То есть теперь расстояние между прибавками 1 столбик. Под следующую косичку мы провязываем одну крученую петельку. Делаем шаг назад в такую полупетлю. Вытянули, провязали. Под следующую косичку снова у нас идет прибавка. Шаг назад. Вот где выходит крючок. Провязали спереди еще одну крученую петельку под эту же косичку. То есть мы теперь чередуем прибавка и одиночная петля и делая шаг назад в полупетлю. Под косичку и шаг назад. Вытянули. Таким образом чередуем до конца ряда прибавку и одиночную петельку. И в третьем ряду у нас должно получиться 18 таких крученых петелек. Итак, остается у нас последняя петелька. Под нее мы провязываем одиночную крученую петлю, шаг назад, провязали. Как себя проверить? Считаем вот эти наши крученые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все, в третьем ряду у нас их 18. Опять же вытягиваем вот эту петельку и заходим. Первая петелька нам не нужна. Нам нужна петелька, которая между двумя кручеными столбиками. Вытянули. Провязали воздушную петлю. По правилу идеального круга в следующем ряду у нас будет 24 таких крученых столбика. То есть здесь 18, увеличивается каждый ряд на 6. То есть я сначала провяжу 2 одиночных столбика, так как в предыдущем ряду у меня здесь была прибавка. А вот здесь мы провяжем прибавку. Итак, опять же, заходим под косичку и делаем шаг назад. Под следующую косичку тоже провязываем одиночный столбик, а под следующую косичку, да, мы сюда провяжем 2 крученых столбика. То есть сейчас между прибавками у нас расстояние будет 2 одиночных столбика. Раз. И 2. И делаем прибавку. Раз.
и 2. Довязываем до конца этот 4-й ряд. Должно получиться 24 крученных столбика. Итак, провязали 4 ряда, получилось 24 крученных столбика. Далее между прибавками у нас расстояние будет в 3 столбика. Я прибавки делаю в хаотичном порядке, то есть я смотрю, где в предыдущем ряду не было прибавки. Да, вот здесь у меня одиночный столбик, например, первый либо второй, он у меня одиночный, поэтому мы сначала давайте в первый сделаем прибавку. Раз. И сюда же провязываем второй. И далее 3 одиночных столбика. Чтобы прибавка у нас не приходилась на прибавку предыдущего ряда. Вот видите, у нас была прибавка, то есть сейчас над ней мы обязательно провязываем одиночные столбики. И с каждым рядом расстояние между прибавками увеличивается на 1 столбик. То есть в прошлом ряду у нас между прибавками было 2 одиночных столбика. Сейчас у нас, вот мы сделали прибавку, между прибавками у нас будет 3 одиночных столбика. Провязали 3 одиночных, сейчас у нас прибавка. В этом ряду у нас должно получиться 30 таких крученных столбиков. Довязываем до конца этот ряд. В 5-м ряду у нас получилось 30 крученных столбиков. 6-й ряд. Сейчас расстояние между прибавками уже 4 столбика. Смотрите, я вам вот в начале мы провяжем 3 столбика и прибавку, да, чтобы у нас прибавка, сейчас покажу, 3 столбика провязали. Здесь вот одиночный столбик, мы здесь делаем в предыдущем ряду, да, мы здесь делаем прибавку. Вот. Далее расстояние между прибавками 4 столбика. И когда будем довязывать этот ряд, вот здесь у нас будет прибавка, и здесь мы еще провяжем 1 одиночный столбик, потому что вначале мы провязали только 3 одиночных столбика. Довязываем этот ряд, я вам его еще в конце раз покажу. Довязываем до конца наш 6-й ряд. Смотрите, как я вам и говорила, в начале у нас было, в этом ряду у нас расстояние между прибавками должно быть 4 столбика, а так как мы в начале провязали 3 одиночных, то вот здесь я сделала прибавку, да, потому что у меня шла прибавка, 4 одиночных, прибавка, и остается нам довязать 1 одиночный столбик. И так далее вязать каждый ряд. Мы увеличиваем расстояние между прибавками, делаем так, чтобы прибавка нового ряда не ложилась на прибавку предыдущего ряда, чтобы круг наш был ровным. Я остановлюсь на таком размере. Я сейчас вам покажу далее вот эту простую красивую обвязку. Смотрите, как заканчиваем. Обрезаем. Вытягиваем петельку и опять же заходим под эту петельку между двумя первыми столбиками и формируем вот такую же косичку. Все, подтягиваем. Круг наш получился ровным и одинаково, видите, везде одинаковые косички по кругу. Сейчас я вам покажу. Вы же для подставки под горячий можете вязать либо таким узором, который является очень плотным, то есть даже если вы вяжете из шнурочка 2 мм, можно связать плотный, вы знаете, даже коврик может получиться, потому что узор получается очень плотным. Либо же вы просто вяжете столбиками с накидом и просто вяжете такую же обвязку, которую я вам сейчас покажу. Итак, далее делаем обвязку нашей подставочки. Это у нас такая мини-версия подставочки. Берем, нам нужна задняя полупетля. Провязываем воздушную петельку. Провязали воздушную петлю. И за следующую заднюю полупетлю делаем соединительную петельку.
Поставим здесь маркер, потому что мы будем делать 2 ряда такой обвязки. Опять же, воздушная петля за заднюю полупетлю. Мы провяжем первый ряд, и я вам покажу, как вяжется второй ряд. Вот таким образом вяжем первый ряд, воздушная петля, далее в следующую полупетлю соединительная петелька. Опять чередуем воздушную петельку и в следующую петельку соединительную петлю. Воздушная петля, соединительная петля, воздушная, соединительная за заднюю полупетлю. Провязываем первый ряд, я вам покажу, как перейти на второй и как потом закрыть ряд, второй ряд обвязки красиво. Итак, когда мы провязали первый ряд, смотрите, довязываем воздушную петельку. Вот у нас где маркер, и перед маркером самая первая наша петля. Вот маркер, это он стоит в этой петельке, которая у нас воздушная, а вот эти петельки, да, мы провязываем. Вот самая первая петля, вот у нас ниточка даже здесь мы сюда вводили. Мы сюда сразу переходим на второй ряд и сразу провязываем соединительной петелькой. Воздушная петля, она ложится над воздушной петлей предыдущего ряда, а те петельки, которые мы провязывали соединительные, мы над ними провязываем, ну, второй ряд соединительных петелек. Опять. Так, вот начало у нас второго ряда. Себе пометим. И второй ряд вяжем вот таким вот образом. Так, только не путаем. Вот здесь у нас воздушная петелька, а вот это соединительная петелька. За соединительные соединительными петлями и между ними воздушные петли. Вот такой второй ряд окантовки. Вяжем его до конца ряда. Итак, смотрите, мы довязали наш второй ряд. В принципе, можно продолжать и далее делать обвязку. Третий, четвертый ряд. То есть вязать по такому же принципу. В следующем ряду, опять же, мы провязываем соединительные петельки за верхушку соединительной петельки предыдущего ряда, а там, где была воздушная петелька, делаем воздушную петельку. Нам вполне достаточно 2 рядов. Я довязала до маркера, обрезаю шнур, снимаю маркер. Вот у меня здесь был маркер. Вот в этом месте был маркер. Эту петельку мы пропускаем, на ее месте формируем, как бы сказать, искусственную, то есть вытягиваем наш шнурочек, заходим с изнаночной стороны под ту петельку, где был маркер, вытянули, все, получился ровный край. Хвостики прячем, сейчас показываю одну и другую салфеточку. Итак, вот такие салфеточки у нас получаются. Подставочка под горячее. По такому же принципу можно вязать коврик и делать такую обвязку. Коврик у вас получится очень плотным, даже если вы будете вязать из шнурочка 2 мм. Либо же вы вяжете салфетку или подставку под горячее. Так, можно вязать основу таким узором, а можно вязать просто столбиками с накидом. У меня на канале тоже есть подробный мастер-класс, как вязать идеальный круг столбиками с накидом и 3 варианта перехода на новый ряд. И вот такая вот красивая обвязка, которая очень легко вяжется. Связать можно не только 2 ряда, можно несколько рядов. Причем, когда вы вяжете, начинаете за заднюю полупетлю, получается очень красиво. Еще вот такая вот красивая полупетля другого цвета. Поэтому, если вам полезен был мой мастер-класс, видеоурок по вязанию вот такой вот салфеточки, подставки под горячее и такой вот красивой, простой обвязки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!